Истории инки из Лапландии. Инка и тайна леса Укко. Часть 1. В самом сердце севера, в священном лесу Укко, жил Хииси, древний дух леса, хранитель корней, мхов и сейдов, которого почитали саамы. Лес Укко дышал, помнил и говорил, но не словами людей, а шепотом корней, шелестом листьев и хвои и треском ветвей. Каждое дерево в лесу было связано с другими невидимой сетью корней и грибниц. Когда одно дерево слабело от старости, соседние деревья передавали ему свою силу, помогая уйти спокойно, без боли. Таков был древний закон леса. Сильный всегда поддерживает слабого. Но однажды этот закон был нарушен. Сначала высохла одна молодая ель, потом 2, потом 10. И это были не слабые деревья. Засыхали сильные, могучие, полные жизни. По корням деревьев побежали сигналы тревоги. Опасность, боль, чужая сила, тьма в земле. Шепот охватил весь лес Укко. Древнее дерево с глазами, всегда молчавшее, заговорила. «Позовите шаманку Инку». Инка жила далеко на краю тундры. Ее вежа стояла на берегу озера Сиида. Она была шаманкой, Нойдой. Люди приходили к ней за исцелением, духи — за помощью, а звери — без страха. Инка проснулась еще до рассвета. Она вышла на берег озера Сиида, и вдруг деревья вокруг зашелестели не так, как обычно. Их шепот был громким и тревожным, но ветра не было. Инка медленно повернулась к лесу. Из тумана к ней приближался Хииси, дух леса. И чем ближе он подходил, тем сильнее шумели деревья, приветствуя своего древнего хранителя. «Здравствуй, Инка, дитя земли и неба! Я пришел за помощью. Священный лес Укко умирает». Инка склонила голову. «Приветствую тебя, Хииси, дух леса. Скажи, кто убивает деревья?» «Я не вижу врага. Я лишь чувствую холод и тьму. Кто-то забирает жизнь деревьев. Помоги исцелить лес». Инка молча вернулась в вежу и достала старинную книгу предков. Она обращалась к ней всегда, когда не знала ответ. Долго листала пожелтевшие страницы, страница за страницей, символ за символом, пока не нашла нужную запись. В книге было сказано: глубоко под землей, между корнями деревьев, пробуждается нечто черное, живое и жадное, прочитала Инка. Оно не было зверем, не было духом. Это была старая злоба, забытое проклятие. В священный лес Укко пришел человек-охотник, ослепленный жадностью, продолжила Инка. Он рубил деревья ради наживы. Лес предупреждал его. Ветер усиливался,
птицы покидали тундру. Деревья трещали, словно умоляя остановиться. Но человек не слушал. Он продолжал рубить все больше и больше. Однажды, вырубая лес, он заблудился. Месяцами блуждал среди деревьев в поисках выхода. Лес кружил его, не отпуская. Когда измученный охотник наконец выбрался из леса, он в ярости проклял его. В старинной книге было написано, что его ненависть не исчезла. Она впиталась в землю, ушла в корни. Инка закрыла книгу и вышла из вежи. «Это не существо Хииси», — тихо сказала она. «Это старая злоба». «Можно ли от нее избавиться?» — спросил дух леса. «Да, можно», — ответила шаманка. «Как?» «Мне нужно вернуться в прошлое». Инка знала, кто сможет помочь ей изгнать древнюю злобу. Мохта. Именно он первым попросил позвать Инку. Когда-то он был медведем-оборотнем, страшным существом, похищавшим сердца детей. Но Инка победила его. Она превратила его в древнее дерево, живого хранителя памяти, который видел все и ничего не забывал. Инка зажгла костер, ударила в бубен и запела древний йойк. Воздух задрожал, и время потекло вспять. Инка шагнула в прошлое.